Добрый день! Сегодня на канале Craft and Fix я предлагаю вашему вниманию достаточно длинный ролик про микшерный пульт Phonic 1805. Мы с вами посмотрим на его устройство, и я попробую пофиксить этот аппарат, привести его в приличное техническое состояние. Этот микшер достался мне практически случайно. Однако, несмотря на свой уставший внешний вид, он практически работает. Через него я записываю озвучку для своих роликов. К нему подключен известный всем микрофон NV800. С пульта на него поступает фантомное питание 48 вольт. Ссылочка на ролик про микрофон будет в подсказках, кому интересно. Для начала давайте посмотрим на его техническое состояние и попробуем понять, какие проблемы могут нас ожидать. Начнем, так сказать, с истоков. Блок питания тут явно не родной, судя по надписи Behringer. Кабель не очень хорошо заделан в разъем, хотя тут и использована синяя изолента. Это, наверное, самое легкое, что тут можно поправить. Далее, если посмотреть на заднюю панель, то видим выключатели фантомного питания. В принципе, они работают, но не всегда хорошо, и контакт может приживаться. К тому же на первом канале рычажок вообще отломлен, так что этот DIP-переключатель стоит заменить. Теперь давайте посмотрим на основную переднюю панель. Сразу же в глаза бросаются кресты на третьем и четвертом каналах, которые нам просто кричат о их неработоспособности. Так что их мы пока оставим и посмотрим на остальные каналы. Подключим микрофон на вход первого канала. Параметрический эквалайзер работает. Шуршание не слышно. Так. Фейдер. Так, ну первый канал живой. Переключимся на второй канал. Второй канал тоже работает. Эквалайзер жив. Ну, в принципе, хорошо. Ну, как вы слышите, ситуация примерно аналогичная, хотя есть и некоторые проблемы с кнопкой отключения канала. Пятый и шестой каналы также рабочие, они в самом хорошем состоянии. Ну, похоже, фейдеры все-таки стоит заменить все. Эквалайзер тоже работает. Ну, все вроде хорошо. А вот роторные потенциометры некоторые, наверное, надо просто почистить. Шестой канал. Ну, он, наверное, в самом хорошем состоянии. Высокие частоты поднимаем. Средние. Низкие. Перейдем к следующей группе каналов. Это линейные стереовходы. Подаем с компьютера аудиосигнал и слушаем канал 7.8. Отключение работает, но не полностью. Сигнал пробивается. Фейдер, как я уже решил, поменяю на новый. Потенциометры, ну, наверное, надо почистить. Переходим на канал 9.10. Теперь послушаем 11.12. Так, тут есть такая же проблема с пропуском звука.
либо фейдер совсем плох, ну, либо есть проблемы с кнопкой. Будем смотреть уже потом после вскрытия. Ну и, наконец, канал 13-14. Так, вот тут совсем не перекрывается звук. Проблема, скорее всего, в контактах кнопки. Ну, тоже уточню уже после вскрытия. Сейчас посмотрим на выходную секцию. Звук, который вы слышали, приходил на аудиоинтерфейс с выходов RCA 2T, которые предназначены для подключения рекордеров. Но давайте оценим, как работают остальные выходы. Выход моно в силу неведомых мне причин утрачен. Мониторный выход наушников работает, но только левое ухо. Очень интересно, почему так. Проверив выходы на мониторы, выяснилось, что работают оба канала. Если посмотреть на схему этого узла и учесть, что мониторные выходы работают, то мы видим, что сигнал до усилителя наушников доходит нормально. Следовательно, либо неисправен усилитель, это половинка микросхемы IC605B, либо есть какие-то проблемы с потерей контакта. Если посмотреть на фото этой модели Mixer, можно заметить, что гнездо наушников не родное. Оригинально это с пластиковым корпусом. Как можно предположить, оригинальное гнездо пришло в негодность, и его заменили на гнездо моно, вместо которого наблюдаем сейчас пустое отверстие. А что, так можно было, что ли? Давайте открутим гайку и попробуем покачать гнездо. Да, как видите, звук появляется. Видимо, проблема все-таки в плохом контакте, ну или плохой пайке. Перейдем к другим выходам. Выход Mine работает. Выходы встроенного графического эквалайзера тут тоже в норме, но фейдеры нужно почистить. Треск и шуршание очень заметны. Групповые выходы, ну с ними есть какая-то проблема. Выход 1 не работает, а выход 2 работает нормально. Ну, как впоследствии оказалось, проблема была в плохом контакте в гнезде Insert у группы 1. Теперь проверим входы возврата. Для этого подадим входной сигнал на AUX Return и выведем его фейдером в микс. Звук есть. Аналогично проверяем вход FX Return. Тоже все работает. Если не считать, что фейдеры поменять, конечно, нужно. И не уходя далеко, проверим выходы AUX Out и FX Out. Для этого подадим входной сигнал на один из каналов. Потенциометрами отправим его на шины AUX и FX. И проконтролируем его наличие на выходах AUX Out и FX Out. Ну вот, оценив общую работоспособность секции микшера, давайте вернемся к каналам 3 и 4, на которых стоят кресты. Подключим микрофон. Звука нет. Нажмем клавишу PFL.
И видим, что на индикаторах есть небольшой сигнал с микрофона. Следовательно, до фейдера сигнал есть, хотя, судя по уровню, он явно ненормальный. По схеме видно, что инсертом можно разорвать схему предварительного усилителя и эквалайзера. Вставляем инсертный кабель и подаем сигнал с предварительного усилителя канала 3 на линейный вход заведомо исправного канала 5. И слышим, что предварительный усилитель в норме. Аналогично проверим канал 4. Таким образом, проблема этих каналов в неработающих параметрических эквалайзерах, судя по всему. Обратимся к схеме 3 и 4 канала. Так как до инсерта сигнал проходит нормально, следовательно, операционник IC107 исправен. Проблема, скорее всего, в IC108 и, возможно, IC109 в третьем канале и, соответственно, 111 и 112 в четвертом. Согласно схеме, тут используются микросхемы NJM2068L, содержащие два малошумящих операционных усилителя. После вскрытия нижней крышки видим на ней следы подтеков какой-то жидкости. Видимо, микшер многое повидал. Но нужно достать плату микшера из корпуса полностью. Для этого нужно на лицевой панели снять все ручки управления и открутить все крепежные гайки с гнезд, а также открутить все крепежные винты. В ремонте микшеров это достаточно, наверное, самая долгая и нудная операция. Я вам ускорил весь процесс в 2 раза, но все равно можно оценить, как много времени это занимает. Теперь отключим кабели от платы питания и извлечем плату питания. Для извлечения основной платы нужно открутить все крепежные винты на лицевой панели.
Ну вот плата извлечена. Для удобства ремонта из корпуса извлечем также разъем питания с выключателем. Плата выглядит весьма грязной. Тут смесь пыли, смазки, следов каких-то жидкостей. Графический эквалайзер выглядит максимально трэшово. Тут адская смесь из смазки, грязи и пыли. Давайте приступим к ремонту. Для начала приведем в нормальный вид блок питания. Внутри, как видите, находится только трансформатор. Все схемы стабилизации напряжений находятся на плате питания самого микшера. Под синей изолентой скрывался излом внешней оболочки кабеля. Сейчас быстренько все это исправляем. Избавляемся от синей изоленты на выходном кабеле и разъеме. Ну вот, с блоком питания все в порядке. Теперь переходим к самому аппарату. Сначала попробуем решить проблему с наушниками. Если качнуть гнездо, то звук появляется, хотя пайка на вид нормальная. Выпаяв гнездо, я понял, что проблема в том, что была нарушена металлизация одного из отверстий, куда впаивается гнездо. Перемычка помогла решить этот момент, и наушники заработали как нужно. На AliExpress были заказаны сдвоенные фейдеры с длиной хода 75 мм на 10 кОм. Ну хотя на моноканалах используется только половина. А также 4 сдвоенных фейдера на 50 кОм с длиной хода 50 мм для группы AUX и FX. Все ссылки на компоненты будут в описании. При замене фейдеров, наверное, самое сложное — это демонтаж старых. Есть разные способы. От банального варварского выкусывания до использования сплава РЗ, чтобы разбавить припой, снизить температуру его плавления и выпаять с помощью фена. Я же попробую воспользоваться обычным оловоотсосом. Сначала убираем припой с ножек фейдера, затем, убедившись, что крепежные ножки со стороны фейдера с двумя выводами свободны, подцепляем отверткой сторону с 4 выводами. И, подогрев их, извлекаем фейдер. Ну, как видим, все получилось. Старые фейдеры удалены. Можно устанавливать новые. В самом процессе пайки нет ничего необычного, поэтому оставим его за скобками. Вот готовый результат. Плата с новыми фейдерами. Один из фейдеров группы AUX и FX явно уже менялся и был поставлен даже не того номинала. Теперь же все стоит как нужно. Ради интереса давайте измерим сопротивление старых фейдеров и посмотрим, насколько оно изменилось вследствие износа. Вот новый фейдер. А вот старые. Как видим, сопротивление существенно изменилось. Теперь аналогичным методом выпаиваем и заменяем дип-переключатель фантомного питания.
Гнездо Моно. Ну, такой тип гнезда под Jack 6.3 был в местном чипе-дипе. Но цена была какая-то совсем негуманная. Что касается операционников NGM 2068L, то они были только под заказ со сроком поставки 4-6 недель. Поэтому все это я заказал в итоге у китайцев. Ссылки также оставлю в описании, кому нужно. 3 weeks later. Ну вот, для вас прошла секунда, а для меня несколько недель. И все компоненты приехали. Ну что можно сказать по гнездам? Объективно пластик, конечно, тоньше и металл. Как выяснилось при финальной сборке, резьба даже чуть-чуть меньше, чем на тех, что стоят с завода. А микросхемы, похоже, они все-таки бэушные. Но надеюсь, по крайней мере, будут рабочие. Для начала установим и запаяем гнездо Моно. Проверяем, все работает. Можно переходить к ремонту третьего и четвертого канала. Находим на плате нужные операционные усилители и выпаиваем тем же методом с помощью оловоотсоса. И видим вот такой вот ужас на контактах. Судя по всему, это последствия залива чем-то. Запаиваем новые. И после замены микросхем каналы, конечно же, не заработали. Тут пришлось брать в руки мультиметр и начинать поиск неисправности. Я померил напряжение питания на ножках 4,8. Если у здоровых каналов оно было 30 вольт, там двуполярка плюс-минус 15, то на этих каналах был 0. Дальнейшие замеры показали, что на ножке 4 все хорошо, там есть минус 15 вольт. То на 8 ножке показывало те же минус 15, что было очень странно. Прозвонив цепи, я понял, что 8 ноги этих двух каналов не подключены к цепям питания. После пристального изучения через лупу и тыкания мультиметром по плате удалось найти перерезанные дорожки. Очевидно, чтобы не заморачиваться с ремонтом и выпайкой микросхем, там просто обрезали цепи питания и оставили все как есть. Ну и наконец, после всех этих изысканий каналы заработали. Раз, два, три, четыре, пять. Все работает. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все отлично. Сам процесс финальной сборки я оставлю за кадром, чтобы не увеличивать и так затянувшийся ролик. В этом, собственно, нет ничего интересного, просто крутим винтики, гаечки, надеваем ручки. Вот такой долгий ремонт сегодня получился. И не только в ролике, но и в жизни, с ожиданием деталей из Китая. Кто досмотрел ролик до конца, тому огромное спасибо. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пишите комментарии, кому что интересно. Это все поможет развитию канала. До свидания.